Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Снова у нас агрогороскоп, и сегодня у нас посевной агрогороскоп на сентябрь месяц 2022 года, время киевское. Казалось бы, уже завершен посевной сезон, но есть еще чем заниматься и в сентябре. Практически те, кто имеет и теплицы, и те, кто на балконе или на лоджии и что-то еще выращивает, всегда что-то растит, какую-то витаминную зелень. Ну и пришло время сидератов. Давайте рассмотрим более конкретно, что и когда мы можем сделать. 1 и 2 сентября можно сеять семена сидератов на освободившиеся грядки, а также посеять семена зеленых культур, имеется в виду в основном это салаты листовые, и для того, чтобы иметь еще до Нового года себе витаминную зелень. И здесь же можно посадить лук, чеснок, небольшое количество, для того, чтобы иметь витаминную зелень. Это все для витаминчиков. 3 пропускаем. Здесь переход Луны из первой во вторую фазу. 4 стрелец чистой энергии, зерновые сидераты. Вот чему-чему, а стрелец покровительствует зерновым сидератам. Так что можете посеять в это время эти семена. Далее уже будут энергии Козерога. После 9 часов можно будет начинать сеять различные уже сидераты, не только зерновые, на освободившиеся грядки. Это будет 5 и 6. И в этот период можно еще и посадить лук, чеснок на зелень, листовые салаты. Все это очень хорошо будут. Листовые салаты для теплиц уже можно высаживать спокойно. И все получится хорошо. Сразу же отвечаю вопрос по поводу редиса. Это растущая луна, 2 фаза. Редис даст большое количество листьев, но корнеплод будет маленький. Поэтому в этот период пока не сеем редис. Чуть позже мы об этом поговорим, когда можно это делать, если у вас есть теплица. В знаке Водолей у нас 7 и 8 мы ничего не сеем, видите, даже прочерк, потому что время Водолея не для посевов и не для посадок. 9 у нас Луна перейдет уже в знак Рыбы, но это у нас уже идет сожженный путь полнолуния, он начался 8 с 13 часов дня, и будет 9, 10, 11 и 12 в 13 часов дня завершится вот этот сожженный путь полнолуния. Очень жесткое, стрессовое время для любых посевов, для семян, для растений, поэтому ничего не сеем, не высаживаем. А уже после выхода из сожженного пути полнолуния 12 сентября можно в Овне сеять зерновые сидераты. Далее вот этот период, когда можно, не записала, но уже можно использовать, это телец. После сожженного пути полнолуния можно использовать посадку лука и чеснока на витаминную зелень. Это южные регионы. Если кто-то очень холодно будет, и вы в сентябре высаживаете лук-чеснок озимые, можете посадить лук-чеснок озимые вот 13, далее 13 после 16 часов желательно, или же 14 или 15. Ну, 15 до 14 часов нужно эти работы завершить. Если у вас есть теплица, сейте семена редиса, сейте семена листовых салатов, и также можете высевать семена сидератных растений на любых участках. Это у нас такой вот благоприятный период в Тельце. В Близнецах Луна будет уже 16 полностью. Она перейдет в конце суток 15, вот 16 будет находиться, 17. Ну и здесь только можно во влажную землю сеять семена листовых салатов, и только в теплице. А вот уже 18 снова же маленькое полнолуние, стрессовое время. Здесь у нас переход Луны из 3 в 4 фазу и переход в знак Рак. Но ничего не сеем, не высаживаем. Зато 19 и 20 в теплице можно посеять редис в теплице. Будет очень сочный, вкусный. А также можно посадить лук и чеснок тоже на зелень. Зеленая как раз, зеленый лучок очень вкусный и полезный в это время. Идет осень.
Во Льве луна будет уже 21-22. Что здесь можно? Можно лук и чеснок в открытом грунте только в северных регионах. Но снова же это будет чеснок и лук крепкие, здоровые, но особенно большого урожая не будет в это время. Это снова же подсказка для северных регионов, там где холодно. Период 23-24 не посевной, не посадочный. Здесь у нас время Девы 23 после 11 часов. Далее начинается 24-го Геката, черная луна. И 25-го, 26-го, 27-го, 28-го время черной луны, время новолуния. И поэтому здесь никаких посевов и посадок не проводим. Только 28-го уже, когда Луна будет работать в Скорпионе, ну, естественно, с утра можно сеять на зелень, лук, чеснок садить, ну и что-нибудь зелененького посеять. Только теплицы. Ну и высеваем семена сидератов там, где тепло. Это сделаем еще и 29-го, а уже 30-го в Стрельце, там, где погода позволяет, можно посеять семена сидератов, снова же зерновые, потому что Стрелец – знак огня, а знаки огня покровительствуют именно зерновым культурам. А теперь готовимся делать скрин. Я сейчас вот так весь агропосевной гороскоп, все вот так можно на сентябрь месяц можно снять. Мы прощаемся с вами до следующего видео, а мы это авторы канала, которые подготовили это и другие видео на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия вам, мира и добра, мира в ваших домах, хорошей погоды и успешных дел, успешных посевов и посадок в сентябре 2022 года. Пока-пока!